Современное искусство – это визуальный разговор художника с обществом на частные или общественные темы здесь и сейчас. Я вижу свою роль в создании такого пазла в общем палитре искусства, пазла в истории, перехода как бы, из одного столетия в столетие, какого-то пазла, который характеризует время, в котором я прожил и проживаю. Ну, они связаны традицией, конечно. И основная вещь – это то, что искусство, оно образно осмысливает действительность. Да? И, собственно, наверное, служит средством понимания, изучения мира. Да? Эстетика меняется, да? Вот этот баланс низкого, высокого и так далее. Но эти основные принципы, как осмысливание искусством жизни, остается, это связывает старое и новое искусство. Да, я помню этот момент, я был студентом, работал, у меня была практика строительная, и в перерыве я нашел на свалке, возле мусорника, книжку «Норвежская поэзия», и я ее в перерыве начал читать. В это время я увлекался группой U2, и такой, знаете, вместе голос Бона, и это поэзия, где такие строки перебегают одному фьорду, другому, уносятся за горизонт, дали мне какое-то чувство пространства, да, глубокое. И я так ощутил какой-то большой глубины, это на меня повлияло. В Харькове Борис Михайлов, вот, я занимался живописью, а он фотографией. И вот мы встретились, он такой был достаточно сильный такой человек, причем мне поражало, что он воспринимал так одинаково и низовую культуру, и как бы высокую культуру, и вот это все соединение как-то меня сподвигло к тому, что я начал как бы больше заниматься фотографией. Вместе с ним мы создали группу «Быстрое реагирование», поэтому я помню это влияние Михайлова на меня. Ну вот, но это уже было давно, в 93-м году, 1900. В дальнейшем меня вдохновляли разные художники, с которыми и мне доводилось встречаться, да, и выставки, которые я смотрел. Это был там и Маккарти, и Буржуа, и Гормли, с которым мы ездили вдвоем смотреть Чернобыльскую станцию, и в которой я потом бывал в студии неоднократно. Об этом, наверное, часто отвечаю, что это все-таки герои. Меня интересуют люди, да, потому что какая-то большая часть моего творчества связана с фотографией. Меня интересуют герои, и как эти герои меняются, кто становится героем. Вот. Тем более я родился в Советском Союзе, еще в советское время. Мы знаем, какие там были герои. Потом при мне герои стали другими, да, 90-е. Воры, бандиты, да. Вот. Они были, правда, героями. Вот. Потом миллионеры, за которых хотели выйти все девушки. А в начале 2000-х воины, да, мы вспомним Бондарчука, 9-я рота. Военные стали героями. Вот. И сейчас, знаете, такое, вообще этот вопрос сложный, кто сейчас является героем. И часто герои космонавтов сегодня обыденные, да. Политик, ну, пойди найди такого политика. Да, меня не интересует. Вот интересует как материал для работы, да. Русское искусство несет карму, да, русского авангарда. С одной стороны, это прекрасно, есть чем гордиться, но это, знаете, такое, оно как-то и, с другой стороны, где-то негативно влияет на художников, оно сковывает, потому что все на Западе
когда видят русских, говорят, а где же ваш авангард? От нас ждут авангарда. Авангард сделать чрезвычайно дословно в наше время. С другой стороны, мы сегодня видим премьера «Успех Дау» фильма. Да? Он связан с тем, что какими-то антиэстетикой, да, местами и с некой какой-то дикостью, да, каким-то первородством, к этой патриархальности русской. И это, конечно, удивляет западных зрителей, которые не могут себе позволить быть такими или антиэстетами, да, или совсем такими первобытными людьми, которые слезли с пальмы. В этом, наверное, есть сейчас какие-то смыслы русского искусства, русской идентичности. Да? Для выпуска журнала я выбрал тему соблазна, потому что это такой первый большой соблазн. Это история Адама и Евы, это змея, соблазнитель с яблоком. Вообще-то все потребление связано с соблазном. И когда об этом думал, я пришел весной в ГУМ, увидел цветущие сакуры, да, красные деревья, соблазнительные, которые соблазняли людей присесть, да, и задержаться в магазине. Такой ход, да, это не только просто обозначение было весны. Поэтому вся торговля, вся, собственно говоря, ГУМ – это тотальная система соблазна. Когда ты приходишь и говоришь: «Бах, у меня уже все есть», да? Ну нет, я смотрю в витрину, искусно сделано, и мне снова хочется что-то купить, да, в свой гардеробчик или сделать. Вот об этом это и работа, и поэтому эти образы людей, поддавшихся соблазну, змея соблазнительной, мне показались для Воска, для магазина самыми актуальными, наверное, образами. Ох, это, знаете, вообще, раньше говорили, семья – это буржуазный пережиток. 100 лет назад так говорили о семье, да? Это вообще не вопрос, конечно, к художнику во многом, хотя, не знаю, это, наверное, вопрос, к такому нормальному, сбалансированной жизнью человека, да, который у него рабочий день заканчивается, он приходит в семью, свободные субботы и воскресенья, он проводит их с семьей. Художник – это в основном такой одиночка, да, с достаточно нерегламентированным временем работы, который живет с искусством 24 часа. Да. И попробуйте найти семью – это вообще редкое явление, которое разделяли бы такое безумие художественное. Да. В лучших проявлениях семьи художественной, это мы знаем успешных художников, допустим, Кабаков, тот же Михайлов, где супруги становятся менеджерами, художниками, помогают целиком, поэтому, знаете, тут семья у художников – это непростой вопрос. Я не знаю, если так, сказать, что семья моя, где я родился, папа, мама, знаете, отец мой был художником, и когда я начал что-то делать как художник, да, он во мне сомневался, и мне приходилось отцу доказывать, что я художник, я не хуже, чем мой старший брат, и поэтому это меня семья здесь подталкивалась. И было, с другой стороны, понимание мамы, да, в этом деле. А что касается моей реальной семьи, то у меня супруга художник, мы живем очень автономно, и, наверное, моя деятельность и сказалась на этой автономности. Как и много тысячелетий назад, убить мамонта, съесть его потом, захватить чужие территории или защитить свои территории. Конечно, бывают такие милые, приятные сообщества, да, которые отпускают рыбу
после того, как они их поймали, помогают детям больным, обездоленным людям. Но они такие маленькие сообщества. Да? Я вообще за маленькие сообщества. Ну, это болезненный, знаешь, вопрос. Мы встречались, да, знаем историю, в истории искусств, что приходят такие эмоциональные зрители, что и могут порезать холст и, в общем-то, сжечь музей, да. Вот. Вообще, на самом деле, это болезненный вопрос, вот преодолеть людям этот барьер, да, с которым они сталкиваются после традиционного искусства, к которому они привыкли. Поэтому что сказать, что тут надо всегда относиться как бы с доверием, да, и принимать то, что это искусство находится в каких-то стенах, то, что оно нравится другим людям. Это такое консенсус, да, с этими вещами. А те, кто не могут это преодолеть, для кого это шок, надо какие-то депрессанты пить. Или вот принял таблетки, иди смотри искусство. У меня дома ничего нет, ты знаешь, ничего нет, у меня пустые стены. Но это правда специфика, да, потому что я и так вот здесь утомляет, да, смотреть на искусство. Но я, с другой стороны, представляю, что вообще-то я родился в Украине, да, в стране, где любят украшать стены. Больше, чем в России. Это реально. Да? И поэтому какой-то там рынок это существует, несмотря на все украинские бедности. Все равно люди тащат домой полотна, чтобы украсить свое жилье. Ну, традиции. Да? В России это меньше связано. Но, тем не менее, я представляю, что искусство – это, наверное, важный компонент, когда ты пьешь там, чай утром, поднимаешь голову, видишь картину. Картина тебя как-то подвигает, да, к чему-то, к каким-то действиям. Ну, это в зависимости быть, наверное, каким-то современным. То есть картина, которая соединяется с твоим образом жизни. И я понимаю, что вот такое собирательство, покупки искусства. Конечно, кто-то там в искусство инвестирует, и это в каких-то вариантах это беспроигрышно, да, инвестиции, касающиеся звездных художников очень. Вот. Но тем не менее, я за искусство, которое, безусловно, покупается с любовью, с душой, покупается сердцем, да. И я понимаю, что здесь важно, что когда-нибудь вот какой-то родственник, а мы говорили о семье, да, скажет: вау, какой он у меня был крутой дедушка, как он позволил дома повесить работу, да, это очень важно.